После выпуска про все мотоциклы Z-серии, кто не смотрел, ссылка будет в описании, сегодня я хочу рассказать про классическое семейство Kawasaki с необычным названием Zephyr, в которое входило несколько моделей с 4 объемами двигателя – 400, 550, 750 и 1100 кубических сантиметров. Первой на свет в 1989 году появилась внутрияпонская модель Kawasaki Zephyr 400, которая и сейчас популярна у себя на родине. Мотоцикл оснащается рядной 399-кубовой четверкой воздушно-масляного охлаждения, которая выдавала 46 лошадиных сил на 11 тысячах оборотов в минуту и 30 ньютон-метров крутящего момента на 10,5 тысячах. В снаряженном состоянии Zephyr 400 весит 198 кг, бак вмещает 15 литров топлива, максимальная скорость 180 км в час. Уже в 90-м году компания выпускает экспортную модель и, естественно, повышенного объема – Kawasaki Zephyr 550. Здесь позаимствованная от Kawasaki GPZ 550 рядная четверка имеет уже объем 553 кубических сантиметра и выдает она 50 лошадиных сил на 10 тысячах оборотов в минуту и 40 ньютон-метров крутящего момента на 6 тысячах. Этим она и разочаровывала, так как GPZ 550 имел 65 лошадиных сил. В боевом состоянии мотоцикл весит 206 кг, бак вмещает те же 15 литров топлива, максимальная скорость около 200 км в час, разгон от 0 до сотни занимает 5 с небольшим секунд. Zephyr 550 практически без изменения производился до 1998 года, после чего покинул конвейер. В 1991 году была представлена модель Kawasaki Zephyr 750. Ее сердцем также является позаимствованный двигатель от спортивной серии GPZ, а именно от Kawasaki GPZ 750. Дефорсированный рядный четырехцилиндровый двигатель воздушно-масляного охлаждения выдает 72 лошадиные силы на 9,5 тысячах оборотов в минуту и 59 ньютон-метров крутящего момента на 7,5 тысячах, тогда как GPZ 750 имел 86 лошадиных сил. Однако японские версии выдавали и того меньше, всего 68 лошадиных сил. При сниженной массе в 220 кг от 0 до сотни Zephyr 750 разгонялся за 4 с небольшим секунды, максимальная скорость свыше 200 км в час. Бак вмещает уже 17 литров топлива. В 1992 году появился и флагман серии Kawasaki Zephyr 1100, который использует рядную 1062-кубовую четверку воздушно-масляного охлаждения от Kawasaki GPZ 1100. В этой дефорсированной версии двигатель выдает 93 лошадиные силы на 8 тысячах оборотов в минуту и 89 ньютон-метров крутящего момента на 7 тысячах. От 0 до сотни мотоцикл разгоняется около 4 секунд. Максимальная скорость 220 км в час. Бак вмещает 19 литров топлива. В 1996 году компания выкатила на рынок второе поколение Zephyr 400, которое теперь стало называться Kawasaki Zephyr X.
мотоцикл получил новый двигатель, который от прошлой версии, да и от всей двухклапанной линейки Zephyr отличается уже 4 клапанами на цилиндр. Также повысилась и степень сжатия с 9,7 к 1 до 10,3 к 1, благодаря чему максимальная мощность возросла с 46 до стандартных для японского рынка 53 лошадиных сил. В этом же году была представлена модель Kawasaki Zephyr 750 RS. Главным отличием стали спецованные колеса, которые больше подходят для классической модели. Она выпускалась до 2002 года. Также с 1996 года мощность всех Zephyr 750 немного увеличивается и составляет уже 76 лошадиных сил. Без существенных изменений Kawasaki Zephyr 750 производился до 2006 года. Также в 1996 году модификация RS пополняет и обычную версию мотоцикла Kawasaki Zephyr 1100. Производилась она также до 2002 года. В этом году из-за новых экологических требований двигатель оставшейся обычной версии снижает свою мощность с 93 до 91 лошадиной силы, а в 2003 году и вовсе до 86 лошадиных сил. Крутящий момент стал 83 ньютон-метра. Емкость топливного бака уменьшается до 18 литров. Мотоцикл без изменений был снят с производства в 2007 году. Kawasaki Zephyr 400X просуществовал на рынке до 2008 года, после чего производство модели было остановлено. Однако на прощание в этот год компания выпускает ограниченную финальную версию мотоцикла Kawasaki Zephyr 400X Final Edition, которая отличалась двухцветной красно-черной раскраской в стиле Kawasaki Z1 и передними суппортами черного цвета.